небе вьется голубь, в поле пыль клубится, а душа со стоном рвется вслед за птицей. В Сербии далекой, в небе ясно-синем, плачет голубь белый о моей России. Сербия, Россия, Сербия, Россия, две сестры родные. Сербия, Россия, Сербия, Россия, две сестры родные. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Бондаренко. Я автор фильма «Родство незнакомых». Он об отношении сербского народа к русским. К созданию киноленты меня подтолкнуло мое первое знакомство с Сербией, а именно отношение сербов к русским. Почему же Сербия сохранила такую сильную любовь к русскому народу? Чем это вызвано? Как эти отношения пытаются разрушить? Обо всем этом наш фильм. Красотой чудна, светлая страна, остров православия. Господу верна, духом выполна, Божья моя Руссия. Однажды я услышал историю о том, как где-то в Черногории, сейчас даже точно не помню в каком году, на приеме у главы православной церкви выступали творческие коллективы с национальными балканскими песнями. На мероприятии было много делегаций из разных стран, в том числе и из России. И вдруг после первого куплета одной из песен все без исключения приглашенные гости встали. На глазах людей были слезы. Пела народная артистка Сербии Ивана Жигон. Ее песня посвящалась нашей стране. Она так и называлась «Россия». Искреннее исполнение Иваны Жигон завораживало. Каждая строчка, каждое слово были наполнены неподдельными чувствами и необъяснимой любовью сербского народа к России. Послушав эту песню, мне захотелось вникнуть в историю отношений между нашими странами, понять, на чем основывается духовная близость и симпатия между нашими народами. От сестры родной, Сербии святой, Руссия, поклон тебе. Руссия, поклон тебе. Я, когда я был маленький, я читал Лермонтова, я читал ваши самые лучшие писатели. И я очень рад, что сербская культура через фильмы, над которыми я работал, они были в России то, что люди ради видели. И я думаю, что это нет концепция, это природный связь, который Сербия с Российской Федерацией и людьми в России экзистирует. Летом 2018 года, еще будучи в Москве, я получил приглашение от настоятеля Русской Православной Церкви в Белграде принять участие в крестном ходе, посвященному столетию расстрела царской семьи. 17 июля Троицкий храм был полон. В центре была установлена икона святого царя Николая II. Праздничное богослужение в этот памятный день совершал патриарх сербский Ириний. Бросалось в глаза большое количество мужчин среди молящихся. Этот факт отличает русскую православную церковь от сербской. Но в остальном было ощущение, что ты дома, в России. Но вот служба окончилась, и началась подготовка к крестному ходу. Именно тогда я оценил весь масштаб мероприятия. Несколько тысяч человек выстроились в ожидании. Действующие военные во главе шествия бережно держали на руках икону Богородицы. Следом стоял национальный хор Сербии. Очень много было русских.
Вероятно, часть из них – потомки тех белых офицеров, которые эмигрировали в Сербию после революции. Сегодня их в Сербии около 2000 человек. Кстати, именно русские эмигранты своими силами на свои средства в 1924 году построили этот храм. Люди тихонько переговаривались, смеялись, подходили друг к другу, здоровались, кто-то фотографировался. Иными словами, царила теплая человеческая атмосфера, отчего складывалось полное понимание слов «мы все перед Богом равны», независимо от национальности, места жительства, одетой на тебя формы, твоего статуса в обществе или финансового положения. В тот момент все эти грани были стерты. Забили колокола, и грандиозный крестный ход двинулся в путь. Для меня Сербия значит родство, значит ни разу не почувствовать себя чужой в стране, которая формально считается за границей. И даже когда близкие, родные, друзья меня спрашивают, ну как же так ты вышла замуж за иностранца в чужую страну? Я говорю, постойте-ка, мне ни разу не приходило в голову, что этот человек иностранец, что эти люди иностранцы. У меня не возникло бы мысли их так назвать. Мне никогда не казалось, что здесь какой-то такой мифический зарубеж. Намного лучше, намного свободнее я себя ощущаю здесь, чем где-либо еще за границей. Хотя удалось по Европе поездить, посмотреть, сравнить, но здесь свое родное, близкое очень. Мы шли по центральным улицам Белграда. И тут, к моему удивлению, национальный хор громогласно запел «Боже, царя храни». И вся многотысячная толпа подхватила. В таком звуковом сопровождении мы подошли к конечной точке крестного хода, памятнику Николая II, который расположен в самом центре Белграда. Здесь, возле памятника, патриарх Ириней произнес трогательные слова о важной роли России, святого царя Николая II и Русской Православной Церкви в жизни Сербии. Подробно остановился на истории подвига Николая II. В 1914 году, когда само существование сербского государства оказалось под угрозой, русский царь, не раздумывая, пришел на помощь. Россия вступила в Первую мировую войну. В завершении мероприятия слово взял министр сербского правительства. Так же, как Сербия никогда не отречется от Косово, так же Сербия никогда не отречется от братства с Россией. Сербия – гордая страна, которая никогда не отрекается от своих братьев. Давление на нашу страну огромно. Но Сербия никогда не введет санкции против России, потому что в противном случае она бы воткнула сама себе нож в спину. Если бы Сербия предала Россию, она предала бы саму себя, свое прошлое и свое будущее, предала бы своих предков и своих детей. Что для вас значит Россия и вот это братство сербско-русское? Для нас значит много, как и для всего православного населения Сербии. Для многих значит, особенно для них. Они обожают. И желание наше один раз погостить в братской России. И в наш монастырь приезжает казачье братство. И у нас есть приглашение. Между тем ждем. У нас есть желание у всего нашего хора хотя бы один раз. Так вставайте, братья, поднимайтесь, пастыри, белый ангел молит за нас в небесном царстве. Время покаяния и молитв горячих. Просыпайтесь, братья, белый ангел плачет. Сербия, Россия, Сербия, Россия, две сестры родные. Сербия, Россия, Сербия, Россия, две сестры родные. Вдруг я четко осознал, что являюсь свидетелем искреннего проявления любви народов Сербии к России. Все эти годы они сохраняли память о мужестве и благородстве русского царя Николая II, несмотря на политические веяния, беды и страдания. И мемориал русской славе тому подтверждение. Фигура ангела с мечом встречает посетителей русского некрополя, одной из частей известного в Белграде нового кладбища.
Здесь похоронены 400 русских воинов. Это один из редких памятников в мире, посвященный подвигу наших солдат в годы Первой мировой войны и императору Николаю II. И это не просто память об историческом событии, это свидетельство духовной близости народов с закрепленными сотнями жизней наших предков. Очень важно помнить об этом. Это то ощущение, которое приезжает человек первый раз в Сербию и ощущает эту любовь к России, любовь к русским и так далее. Мы разговаривали с сербами и спрашиваем, а почему сербы так любят Россию, да, и русских, почему они так любят? Они говорят, мы не можем это объяснить. Это вот где-то внутри нас, да, происходит. Но когда сейчас ты начинаешь разговаривать с молодежью на русском языке, причем не быстро, не то, что там, да, ты вот прижал к стенке, да, вот давай быстренько. Нет, ты вот с ним начинаешь просто где-то в каких-то местах. Они боятся языка. Они сразу переходят на английский. То есть, по-хорошему, мы сейчас имеем Сербию как единственную страну, которая действительно любит Россию. Да, и мы на грани, условно, потери этой страны, безусловно. Но если мы ничего не будем делать, да, то мы ее потеряем. Будет такая же ситуация, как с Украиной, с Белоруссией. Но вот это вот ощущение, первое ощущение, которое испытывают русские, приезжая первый раз или второй раз там, да, в Сербию, это, конечно, ни с чем не сравнимо. Вечером я попал в популярное место среди туристов и самих сербов в Белграде. Старинный квартал Скадарли. Эта часть города считается богемным местом и часто сравнивается с московским Старым Арбатом и другими европейскими старинными улицами. На улице Скадарска, вдоль которой простирается квартал, расположено большое количество ресторанов с национальной кухней, так называемые в Сербии кафаны. Кафаны существуют с начала XIX века и не прекращают свою работу по сей день. Безусловно, кухня Сербии заслуживает отдельного внимания. Преимущественно это мясные блюда и свежие овощные салаты. Виноделие в Сербии имеет многовековую традицию. Страна издревле славилась своими винами, потому что часть Сербии расположена в климате, благоприятном для выращивания винограда. Но со времен распада Югославии Сербия была под экономическими санкциями, и это практически уничтожило крупное производство в стране. Я думаю, что Россия, как вы, братья наши, вы увидели это, что здесь чувствуют люди Россию как... Братья наши, брат, это погрешно. Это как мы место. Мы один народ. Един Нет народ. братья. Понимаешь? Ты, нет мой брат. Ты я и я ты. Ты я и я ты. Так чувствуют. Одна Многие... душа. Одна душа. И мы только в Россию смотрим глазами, чтобы здесь Сербия была, понимаешь? Strastoterče veliki bogovjenčani, carju Nikolaje. В Белграде мне посчастливилось побывать на праздновании славы. Меня пригласили в штаб общественной организации, которая находится неподалеку от собора Святого Саввы. Храм Святого Саввы – это самый большой православный храм на Балканах. Слава – это сербский обычай. Праздновать Дня Святого, который является покровителем семьи. Или, например, организации, в честь которого она была создана. Как было и в моем случае. Как оказалось, эта организация выбрала своим покровителем Николая II. И это был день его памяти. Священник совершил молебен, и я снова, в который раз, услышал слова благодарности русскому царю, защитившему Сербию в Первой мировой войне. Slava Tebje, Hriste Bože, apostol, hvala, mučenikov radovanje, iže propovjed Trojica jedinosušnaja, Isaije likuj djeva i djevo črevje, i rodi sina Emanuila, Bogaže i čelovjeka, Vostokim ja jemu,
Jego, że veličajuše Djevu blažaje. Evo, ovaj predsjednik. Predsjednik. Mislim, predsjednik. Tako je. Hristos posredi nas. Jesti bude. Hristos posredi nas. Jesti bude. Hristos posredi nas. Jesti bude. Hristos posredi nas. Hristos posredi нас. Христос посреди нас. Дальше праздник продолжился за столом. Пробовали вкусные угощения, пели песни. Кстати, песни исполнялись и на русском языке тоже. Уже здесь я окончательно утвердился в мысли, что связь между нашими народами по-прежнему сильна. Знаете, в сегодняшнем мире, да, как сказать, материк он делится и становится архипелагом. Но единственное то, что собирает нас, это Россия через века. Она и славян будет собрать опять всех, и вообще будет опять, и спасает в этом моменте мира именно тем, что она не остров, и что она никогда не может быть островом, потому что она просто своей душой принадлежит миру. Она любовь свою всегда дает, и даже своим врагам. Россия и Сербия очень близки между собой, были исторически всегда, но эта близость была исключительно какой-то такой ментально-культурной. Она находилась больше в плоскости душевных отношений, общей истории и скорее даже такой героики какой-то, эпоса, можно сказать, да, такого старого эпоса, который очень близок был. Кроме этого эпоса, нашего общего эпоса, связанного с судьбой русской миграции, с заступничеством России в Первой мировой войне, вообще с ролью России в освобождении Балкан от османского владычества и освобождении сербов в XIX веке. На этом все и заканчивалось. Да? Никаких дальше каких-то продолжений прикладного свойства это не имело. Ни в экономике, ни в энергетике, ни в бизнесе, нигде. Это связано, конечно, было с тем, что и Советский Союз, и Югославия переживали в 90-е годы свой крах, и политический, и экономический крах. Мы, в общем-то, параллельно испытывали, проходили две большие трагедии. Да? Разрыва вот этого общего пространства, большой крови, гражданской войны, конфликтов межнациональных, межэтнических, межрелигиозных. Даже вот эта общность трагедии, общность беды, она нас роднила. Потому что то же самое, что происходило у нас на Северном Кавказе, то же самое происходило в Боснии. И этот опыт, на самом деле, он очень интересен и пока мало изучен. То есть, например, для сербов до сих пор опыт такого мирного сосуществования ислама и православия, который сейчас есть на Северном Кавказе, он был бы очень полезен и в Косово, и боснийским сербам в сосуществовании с башняками, боснийскими мусульманами в Сараево, в других городах.
То, что запланировала НАТО, это миротворческая акция. Вероятно, вы рассчитываете, что теперь людей в Югославии станут убивать меньше. В соответствии с данными Европейского сообщества, за последние 2 месяца в Югославии убито более 700 человек. На какого размера потери вы рассчитываете как результат это очень военных сложный ударов? вопрос для меня, я очень не могу ответить. Никто не может четко сказать, сколько будет потерь. Единственное, что я могу сказать, что НАТО разработала таким образом, чтобы как можно вероятнее избежать, так сказать, жертв среди гражданского населения. Только будут военные удары, только по военным объектам. Бомбить на Пасху – это явно антихристиане. Вот. Начали бомбить на католическую Пасху, бомбили на православную Пасху. Очень странно. I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. Прошло уже более 20 лет после страшных событий 1999 года. Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня. Не имея одобрения ООН, военная группировка из 14 стран начала операцию с названием «Милосердный ангел». Следы этого ангела до сих пор можно наблюдать в самом центре Белграда. Здание генерального штаба и телецентра, разрушенное авиаударами, оставлены как память о тех трагических событиях. Мало кто знает в России, что после нанесения авиаударов постановлением российского правительства было принято решение оказать гуманитарную помощь и развернуть мобильные госпитали. Силами МЧС после бомбардировок Югославии было разминировано несколько городов. Кстати, база МЧС функционирует и оказывает помощь жителям на территории Сербии по сегодняшний день. Несмотря на всю политику внешнюю, внутреннюю, потому что страдают люди. И в этой ситуации, конечно, надо понимать то, что, может быть, даже в первую очередь это моральная поддержка, а во вторую материальная поддержка. Обязательно стоит отметить несколько сотен русских добровольцев, которые участвовали в военных операциях в течение всего Балканского конфликта на сербской стороне. Я давно уже решил. Добровольцем туда попасть? Ну как, что, смогу, конечно. Я бы все равно своим ходом стал бы добираться сейчас. Они сами не ступают будут. Они не привыкли возить на свою родину гробы. Они не привыкли, они все берут другими путями. А кто гибнет? Гибнут бабы, старики, дети. Меня вот это бесит. Ты собрался воевать против страны, бери оружие и вперед. Я вам уже говорил, что я готов встречаться хоть с чертом, хоть с дьяволом, хоть с кем угодно, лишь бы помочь этим людям, помочь максимально вывести их. Вся страна и весь мир с большим вниманием следили за вашими действиями. Ваш смелый бросок войдет в перечень военных побед России после значительного перерыва. Что касается того, что там происходило, то вы должны понимать, и есть уже совершенно зримые свидетельства этого в публичном уже пространстве, что это не было решение руководства Российской Федерации на тот момент. Это была, если хотите, реакция настоящих русских генералов, я знаю их имена, которые взяли на себя в момент ответственность и сказали огонь. Ну, может, сейчас не все это знают, я не буду называть, наверное, не все живы, слава богу, их фамилии, но то, как это все было разыграно, очевидно, станет славной, уже стало страницей в истории России. В ночь на 12 июня 1999 года сводный батальон воздушно-десантных войск, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, преодолел более 600 километров и захватил расположенный в Приштине аэродром Слатина.
на считанные часы опередив войска НАТО. Операция «Бросок на Приштину» была проведена блестяще. В дальнейшем это позволило российским войскам остаться в Югославии на несколько лет в качестве миротворцев, тем самым не допустив дальнейшего кровопролития на Балканском полуострове. Русские здесь не ассоциируются с бомбежками, русские здесь не ассоциируются с геноцидом. Русские здесь ассоциируются с той силой духа, с той мощью воинской, которую Россия всегда являла на протяжении многих и многих веков. И для наших братьев-славян, и для всех тех, кто живет на этой земле, очень и очень это важно. Русские — это сила, русские — это стабильность, русские — это уверенность. До сих пор у всех ассоциируется с этим слово «Россия». Сами сербы говорят, нам не на кого больше надеяться. Подумайте сами, на кого, кроме как не на вас. И, конечно, это все чувствуют. И высший командный состав, и любой солдат. Они знают, зачем они здесь, они ощущают смысл и чувствуют важность своей миссии. И отсюда все, собранность внутренняя и какие-то просветленные лица. Просто повседневной деятельностью было там сопровождение сербских беженцев, которые просто, как сейчас говорят, в режиме онлайн, просили на ближайшем русском посту, чтобы дали БТР сопровождение. И когда они с вещами на своих машинах, тракторах уходили в Сербию, беженцы, то их сопровождали наши, потому что натовцы при возникновении самых таких простых обстрелов стрелкотней в горно-лесистой местности часто бросали, уходили, и беженцы становились достоянием, попросту говоря, албанских разбойников. Постоянно приезжают откуда-нибудь из других сел. Приедьте, хотя бы покажитесь там, и албанцы уже надолго отстанут от этого дома, от нас. Отстанут. Они боятся русских? Боятся, говорят, хотя бы, говорят, дайте камуфляж ваш российский. Вот он каждый раз проходил, он целовал флаг российский. Но это нельзя смотреть, потому что человек вообще незнакомый подошел, взял поцеловал. Каждое утро он проходил и целовал флаг. И мне, как священнику, вот уже в более поздний, там, на несколько лет позже период, было понятно, что пора эту историю завершать. И это правильное решение руководства страны. Войска надо было выводить. Либо нужно было воевать. Но к этому понятным причинам мы и сейчас не до конца готовы, а тем паче тогда. Россия была действительно банановой республикой без бананов. Несмотря на наши амбиции исторические, мы не могли по соотношению, как говорят в армии, боевых потенциалов что-то сделать. Сейчас с этим сложно, поверьте, хотя ситуация, слава богу, улучшается. А тогда это было невозможно. России максимально нужно принимать все меры, чтобы не допустить втягивания нашей страны в этот конфликт. Если Россия вступит в войну в Югославии, это начало Третьей мировой войны. Затронем и вопрос Югославии, просто обменяемся мнением. И все. Пока мы никаких подвижек делать не собираемся. Но поспутно, так сказать, иметь на всякий случай этот вариант надо. 20 лет назад Сербия видела себя в Российско-Белорусском союзе и хотела строить свою жизнь, ориентируясь на нашу страну. А что сейчас? В союзе с кем хочет жить Сербия сегодня? В Сербии военных действий уже не ведется много лет. Обстановка, на первый взгляд, довольно спокойная, но постоянно ощущается политическое, экономическое, культурное и даже религиозное давление со стороны европейских стран. Православная Сербия граничит на западе с хорватскими и венгерскими католиками, на юго-западной границе с боснийскими мусульманами, ну и, конечно, с албанскими мусульманами в районе Косово. Кроме того, и внутри православных церквей существуют определенные разногласия. Территориальная удаленность не позволяет России выстроить плотные торгово-экономические отношения. При всем этом в настоящее время связь России и Сербии остается неразрывной.
В 1999 году, в период бомбежек, был официальный запрос на включение Югославии в состав союзного государства России и Белоруссии. Конечно, на тот момент эта заявка не была принята, в принципе, была так молча отклонена. Да, поэтому эта идея существовала, но в той геополитической реальности она, конечно, была крайне маловыполнима. В нынешней геополитической реальности уже, я думаю, Сербии это не нужно. Все-таки надо тоже понимать интересы сербов. Послушайте, люди живут практически в географическом центре Европы. И Боснии, и Республики Сербской, и Сербии необходимо выстраивать свою европейскую политику. Понятно, что эта политика будет главной, по факту местонахождения этих государств на карте мира. Но есть география, есть геополитика. Да? Если в плане географии мы понимаем, что эти страны относятся к Европе, то в плане геополитики Албания, она гораздо ближе США, чем даже Брюсселю. Да? Или Косово, например, гораздо ближе США, чем Брюсселю. Сербия в этом смысле, конечно, гораздо ближе России. Но тоже надо понимать, что и Россия для того, чтобы эта ситуация сохранялась, она должна как-то себя инициативным образом вести. Да? Что-то предлагать. Предлагать модель мира, предлагать модель взаимодействия с сербами. А в том случае, если этой модели не будет, рассчитывать на то, что сербы будут продолжать бить себя пяткой в грудь и кричать, что они только-только за дружбу с Россией и все остальные страны по боку, не стоит. Это неправильно. Да? Нужно делать конкретные предложения. Сегодня в Сербии существуют политические силы, пытающиеся разорвать братские связи между нашими странами. Наблюдаются попытки духовно разложить многовековые нравственные устои сербского народа, уничтожить их национальную идентичность, переформатировать историческую память. Это, вне сомнения, разрушает ментальную связь между нашими народами. Связь, которой наши предки дорожили, которую отстаивали и берегли. Мне удалось поговорить с одним из лидеров политической организации «Двери», которая занимается отстаиванием традиционных ценностей в стране. С нескрываемым беспокойством он обрисовал современную ситуацию в Сербии. Вы знаете, Сербия сейчас оккупирована, вроде такой тихой оккупации. В нашем правительстве есть люди, которые ищут помощи Запада. Из-за этого они идут вразрез с интересами простых граждан. С теми партиями, кто за традиционные семейные ценности. Сейчас у нас каждый год проводит гей-парад. В этом году даже 2 гей-парада было. У нас премьер-министр, представительница ЛГБТ-сообщества. Вовлечены гей-лобби. Они вовлекли школы. Они полностью оккупировали медиа, правительство. Они идут в наши школы, учат наших детей в учебниках, что жизнь геев естественна, что она совершенно нормальна, что для нас, сербов, невероятно. Наше правительство дало много денег для гей-управленцев на программу по смене пола. И Сербия сегодня страна, которая вымирает. У нас сегодня число смертей намного превышает число рожденных. Скоро нас будет меньше, чем приезжих.
в нашей собственной стране, что невероятно. А в России, я знаю, пока по-другому. Вы боретесь против гей-парадов. Вы боретесь против всех этих сил, лобби. В ваших школах, я думаю, не учат тому, что гей — это нормально, что это естественно. Так что сербы сегодня испытывают на себе некий эксперимент, который проводит Запад. И, к сожалению, этот эксперимент имеет очень хорошие результаты. Но для них. В начале 90-х Югославия прекратила свое существование как государство, а в результате войны Косово отделилось от Сербии. Россия, в отличие от других стран, не приняла разделение страны. Признание независимости Республики Косово от Сербии – это грубейшее нарушение международного права. И, к сожалению, именно этот вопрос уже много лет является основным очагом напряженности в этом регионе, периодически приводя общество в состояние тревоги, а военные подразделения в боевую готовность. И именно этот вопрос, по мнению многих экспертов, является рычагом давления США на руководство страны, особенно при попытках сближения с Россией. Россия выстраивает экономические отношения с Сербией, а в это время европейские партнеры вставляют палки в колеса. Активность европейских стран на территории Сербии ощутимо выше российской, и это дает свои плоды. Сегодня значительная часть сербов все больше говорит об интеграции с Евросоюзом, хотя совсем недавно это невозможно было даже представить. Ведь еще свежи воспоминания о натовских бомбардировках Белграда, тысячах смертей мирных жителей, развале целой страны. Вы знаете, об этом говорил еще Тютчев более 150 лет назад в своем стихотворении, которое называется «Славянам». Хотя враждебную судьбиной и были мы разлучены, но все же мы народ единый, единой матери сыны. Но все же, братья, мы родные. Вот что ненавидят в нас. Вам не прощается Россия, России не прощают вас. Я думаю, что это любовь символическая, и она никогда не была так институциональна. Всегда в войне, потому что Николай II, он пошел до войны, Первой мировой войны, когда Сербия была в войне. Когда нет войны, у нас всегда проблема, как сделать институцию этой любви. В 200 километрах от Белграда в горах находится деревня Древенград. Ее построил Эмир Кустурица. И пока политики разных стран придумывают способы разделить наши народы, здесь налаживаются культурные связи. С 2013 года в Древенграде проходит фестиваль русской музыки, в котором принимают участие молодые музыканты Сербии и России. Сербия – удивительная страна. Чем больше я узнавал ее, тем яснее видел духовную связь между нашими народами. Но мне очень хотелось еще глубже познакомиться с сербскими традициями. И тут такое везение. Один знакомый пригласил меня на свадьбу своего сербского друга. Венчание проходило в церкви, которая расположена на одной площади с главным собором Святого Саввы. Надо отметить, что традиция венчания не утрачена среди молодежи Сербии. На выходе из храма молодоженов встречала группа уличных музыкантов. В целом, само празднование свадьбы схоже с торжествами в России. А музыканты поражали своим темпераментом и буквально заряжали нас энергией. Изучая отношения наших народов, я поймал себя на мысли, что у нас в Европе есть родственники, которые тебя любят и всегда рады видеть. Но мы о них почти ничего не знаем. Вот почему для нас важно, как для любой семьи, сохранить ту связь, которая формировалась между нами столетиями. Сербия
Галиц. Rusi, braća za uvek! Srbi, Rusi, braća za uvek!